Неделя 5 марафона к мечте. Одна из причин, почему наши мечты не исполняются, это завышенная значимость. Мы настолько сконцентрированы на своей заветной мечте, настолько к ней сильно стремимся, что забываем про все другие сферы в своей жизни. И ощущение, что реально свет сошелся клином на этой самой мечте. И думая, мечтая, визуализируя, рисуя нейрографику и прочие техники только на эту единственную мечту, мы забываем про все другое. И не простраиваем свою жизнь после мечты. А что там, что дальше, что после нее? Главная задача нас, как организма, как системы, это выжить любой ценой. И наше подсознание делает все для этого возможное. И когда значимость мечты настолько завышена, что после нее мы даже боимся что-то продумать, для подсознания это сигнал, что там дальше, после мечты, темнота, там ничего нет. Если после мечты нет ничего, значит это смерть. А смерть недопустима, поэтому подсознание будет защищать всеми возможными способами от исполнения этой мечты. Джек Керуак когда-то сказал: «Когда дойдешь до вершины, продолжай восхождение». И эта фраза как раз об этом, о том, что к своей истинной мечте заветной идти, конечно, надо. Но и продумывать план, жизнь, что после нее тоже необходимо. И идти дальше, идти к большему, мечтать о еще большем. И не циклиться только на какой-то одной мечте, а продумывать свои next steps. И нам необходимо смотреть туда, дальше, за мечту, тем самым показывать подсознанию, что все нормально. После этой мечты будут еще мечты, мы будем жить, нам есть к чему стремиться, есть куда идти. И нет смысла включать защитный механизм и защищать нас от этой нашей заветной мечты. И еще бонус, когда мы планируем свою жизнь после исполнения мечты, это то, что мы занижаем значимость этой мечты и уменьшаем связанное с ней напряжение и внутреннюю тревогу, что приводит к более легкому и быстрому процессу исполнения задуманного. Поэтому на этой неделе вы будете прорисовывать, смотреть, простраивать, а что там за мечтой, к чему еще можно идти, какие вершины вас ждут после покорения этой. Также у нас будет небольшой блок по вседозволенности. Работая с людьми, давно уже заметила, что как-то мы так умудряемся даже в мечтах себя ограничивать. Казалось бы, сядь, помечтай, позволь себе все, будь свободен, придумай невозможное, но нет. Иногда доходит даже до абсурда. Человек хочет большой дом, но появляются мысли: а зачем мне 4 комнаты, их же убирать надо. Как-то следить, обставлять — это проблемы. Но это мечта, это зона фантазии, где все возможно. И ты можешь себе позволить все, ни в чем себя не ограничивать. Но нет, даже мечтая, мы умудряемся себя в какие-то рамочки зажать, даже вот здесь все проконтролировать и сузить свои возможности. Поэтому на этой неделе в том числе мы будем и позволять себе все, представляя, что нет никаких границ. Расширять свое можно. И отказаться от этих навязанных рамок, каких-то страхов, ограничений, которые мы сами себе придумываем, даже в процессе мечтаний. И третья часть заданий на этой неделе будет не менее важная, потому что связана она будет с нашим окружением. И основной задачей этой части упражнения будет посмотреть, а куда же сливается энергия и почему ее не хватает на реализацию всего задуманного. И вы не только посмотрите на свое окружение, как обстоят дела, кто как на вас влияет, куда сливается не только энергия, а еще и мотивация, бодрость, драйв на реализацию задуманного, но и начнете это корректировать так, чтобы всегда иметь и силы, и мотивацию, и энергию, и драйв, и позитив для того, чтобы достичь свое любое желаемое. Переходите по ссылке к материалам этой недели и пойдемте еще легче и быстрее продвигаться к вашей мечте. You can try to hide the sunlight.